Ребята, всем привет, с вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 28 июня, вылетаю по новому эксклюзивному направлению, которое появилось только что. И сегодня будет первый рейс, поэтому этот обзор выйдет раньше остальных. Нахожусь я сейчас в движении, потому что меня съедают комары, так как я нахожусь в Ханты-Мансийске, откуда будет первый рейс авиакомпании Руслайн в Сухум. Вылет в 4:35, прилет в 9:30 примерно, с промежуточной посадкой в Саратове. Самолет CRJet. Там будут журналисты, будет такой интересный рейс. Сейчас сделаем обзор аэропортовой площади в движении, потому что комары меня съедят. И посмотрим, как выглядит терминал внутри. Сейчас 3 часа ночи, уже светлеет. Аэропорт выполнен вот в таком вот стиле местных народов, Ханты и Манси. Здесь ели, там мы видели скульптурку небольшую, стоянка. Там находится гостиница. И здесь, видимо, подходит общественный транспорт. Итак, ребята, заходим на первый этаж, смотрим на табло. Видим наш рейс Саратов-Сухум. Табло очень информативное. Видно погоду, 14 градусов, наверное, в Саратове сейчас. Я думаю, что в Сухуме вроде бы там градусов 30 должно было быть. Так, здесь у нас, вернее, у них так, ресторанчик или кафе, может он бар называется, Travelers кафе. Стойка информационная, вот она. Навигация. Интерактивное табло, которое показывает рекламу и местные мероприятия. Здесь зона выдачи багажа, одна единственная лента. Тут вот уже собирается наша компания, видимо, наш экипаж. Вот он. С нами полетят журналисты, то есть это будет по сути пресс-тур. Вот как они выглядят, знакомьтесь. Так, пойдем дальше изучать аэропорт. На первом этаже кассы. Туристический магазин с местными поделками. Давайте посмотрим, что тут продают. Ну, кроме магнитов, конечно, вот здесь вот орешки. Так, куклы. Так, игра Дарами великая. Угу. Здесь еще один магазин с сувенирной продукцией. Вот, пожалуйста, давайте посмотрим. Поделки из чего-то, наверное, из камня или что-то похожее на это. Так, блюдца. Браслет. Ну, в общем, местные мотивы.
Так, север, Арктика. Теперь давайте поднимемся на второй этаж. Здесь есть несколько, а именно 3 варианта подняться. Это вот эта лестница центральная. Вон тот лифт. И там еще эскалатор, я вам чуть позже покажу. Сразу при подъеме на второй этаж видим расписание. Здесь большое табло. Наш рейс видим. Так, поднимаемся на второй этаж. Вот лифт, если у вас чемоданы, сумки тяжелые. Здесь исторический уголок. Давайте еще раз посмотрим. Здесь вот такая вот интересная крыша. Мы ее снаружи видели. И здесь зал ожидания. Есть зарядная станция. Кстати, обратите внимание, тема елок здесь достаточно распространена. Вот люди отдыхают, спят. Мы их не будем тревожить. Еще одна интересная крыша в виде конуса. Так, вот эскалатор, про который я говорил. Можете здесь подняться, если вам удобно. И давайте обратим внимание на навигацию. Видите, она как сделана. То есть не просто прямые линии, а на тему природы. То есть елочки, веточки. Не просто стрелочка, а в виде веточки. Вот так вот. С той стороны тоже интересно. Видите, как выход в город сделан елочкой. И там дальше находятся административные помещения. Со второго этажа вот такой вид на аэропортовую площадь. Посадочный талон оформлен в фирменном стиле Югра Авиа. Это аэропорт Ханты-Мансийска. И на обратной стороне тоже интересное оформление. Повод прилететь в Югру. Чистая зона международного сектора. Людей еще немного. Я один из первых прошел. Там уже стоит наш самолет. Насколько я понимаю, за нами самолет прилетел из Санкт-Петербурга. Вот идет экипаж с рейса Санкт-Петербурга. А наш экипаж уже отвезли на самолет. Сейчас его заправляют. В чистой зоне я пока не вижу здесь ни кафе, ни ресторана. Есть один автомат по продаже напитков и перекусов. Вот вода 100 рублей. 100 рублей, в принципе, это неплохо по сравнению с другими аэропортовыми ценами.
помогать мне Яков Савельев и Михаил Валенов. От авиакомпании «Руслан» я и мои коллеги рады вас приветствовать на патруле самолета CG-200. Выполняем мы сегодня рейс 397 по маршруту Ханты-Мансийск. У нас будет техническая посадка в Саратове, и далее мы направим с вами в Сухум. До Саратова наш путь составит 1850 километров. Этот путь мы пройдем с вами на высоте 9000 метров, и время пути составит 2 часа и 30 минут. По всем вопросам можете обращаться к нашему проводнику и убедительно просьбу выполнять все ее требования во время полета. Мы заканчиваем подготовку, скоро закроем двери. Располагайтесь, желаю вам приятного полета. Благодарю за внимание. Отлично. Два выхода в передней части самолета и два выхода на крыло. Аварийные выходы ясно обозначены. Световой пробол выход экзит. Световая дорожка расположена в проходе между проектом и каждое направление к выходу. Сочи, разверните назад. Кабинники с маски убрать автоматически исполнены на нашем кресле. В данном случае немедленно потяните маску на себя. Прижмите кислородную маску к носу и рту. Согревите на голове и дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте кислородной маской сначала себя, затем ребенка. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения светового табла застегнутия. Чтобы застегнуть ремень, ставьте вторичный наконечник пряжки. Туго затяните ремень, чтобы застегнуть ремень, поднимите крышку замка. Сегодня подробно ознакомиться с аварийным спасательным оборудованием, но то, что наша самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане плечевого средства. Уважаемые пассажиры, мы готовимся к взлету. Просим вас прикрыть вертикальное положение, опустить подлокотники, убрать столики, открыть шторки иллюминаторов, застегнуть затянуть ремни безопасники. Как говорит световое табло, застегните ремни, бросилось, не использовать наушники. Благодарю за внимание. Келли мы, наверное, еще не взлетаем, а выезжаем в начало, ну или в конец взлетно-посадочной полосы, мы достаточно быстро едем, чтобы оттуда уже, наверное, взлететь в Сухум. Кстати, аэропорт Сухума в советское время использовался в качестве запасного аэропорта для Сочи. В Сочи, вы знаете, можно только со стороны моря осуществить посадку или взлет, а в Сухуми можно и слева, и справа. Здесь делаем разворот. Прям без остановки взлетаем.
пока не знаю, что это за река или может водохранилище. Это нормальное состояние или это разлито. Сейчас может быть какое-то тут наводнение, хотя может быть это и нормальное состояние этого водоема. Я думаю, что нормальное. Ребята, летим на первом рейсе Услайн из Ханты-Мансийска в Сухум. Рейс многоплечевой, то есть 2 плеча или 2 сегмента. Первый сегмент Ханты-Мансийск-Саратов, вы слышали, командир сказал о снижении. И второй сегмент Саратов-Сухум. Когда мы прилетим через некоторое время в Саратов, ходить мы не будем. Нас, видимо, дозаправят, и дальше мы полетим в Сухум. Как это будет, узнаем уже на земле. Всю дорогу до Саратова нас сопровождала сплошная облачность, и наконец-то она рассеялась. Саратовская земля нас встречает теплом и малооблачной погодой.
аэропорт Гагарин. Это время 5 часов 20 минут. Температура плюс 12 градусов. Нас ожидает довольно-таки длительная стоянка, порядка час 20. У нас будет заправка вместе с вами на борту, поэтому мы вам дадим дополнительные рекомендации, но они будут чуть позже. Пока располагайтесь и наслаждайтесь аэропортом. Происходить заправка с пассажирами на борту. Это очень ответственное мероприятие. Очень победительно просьба отстегнуть все свои поездные ремни и в случае необходимости выйти себя до какого другого бортпроводника. В случае необходимости подскажете действия. Подразумевайте. Транзит уже на 3-10. Руслан 397, Гагарин транзит, центровка говорит, что вам необходимо пересадить 3 пассажиров по лодочку, чтобы у вас проходила центровка, чтобы для вас это не было новостью, я вам сообщаю. Без проблем, да, конечно, мы пересадим их с удовольствием. Принято, тогда вот, что сейчас будет готов, и мы передадим специалистам. Хорошо. Так, какой интересует вопрос? Системы, которые гидравлические, в частности, и отбор воздуха, все имеет двойную дубликацию. Ну, если русский язык так говорить. Поэтому самый безопасный вид транспорта – это самолет. Я сам с удовольствием, когда сажусь сзади, я сплю. Сплю от того, что я знаю, какая здесь работа просто происходит. И вообще тектонический труд просто. И чтобы что-то здесь произошло, начиная от наземного персонала, заканчивая летным персоналом, ну, это надо очень сильно постараться. Ну, либо так небеса сходятся. А небеса могут сходиться и как на земле, так и вот. То, что я могу сказать. Нет, можно вы меня сфоткаете? Давайте лучше видео, а то вы меня сейчас нафоткаете. Какая лучше, наверное, фотографировать? Не, можно со второй ногой как-то я его хочу фоткать? Вот так делаем телефон и нажимаем. Готово. Держи чуть в бок сюда. Ага, еще раз. Спасибо. А теперь селфи. Я вам даже помахаю. Ну, сложная у вас работа. Да, сложная работа. У нас тоже по-своему сложно работаем. Найти общий язык с людьми не каждый найдет. Ой, да, вот это что-то Это, в общем, весь наш план работы. Кажется, вот ниже flight plan написано RU, да, это вот, если вот так открыть, вот наш план полета, который мы сейчас пойдем из, скажем так, из Саратова, дойдем до Каспийского моря, на Каспийском море повернем в сторону запада и дойдем до Черного моря. И вот этот весь маршрут у нас разрисован именно, точнее, описан вот в этой сети, ну, flight plan. То есть такие же дороги. Вот вся Россия, все точки, все навигационные точки. Вот все как-то так. Прикольно. Интересно, где вот это сколько? А это у вас типа там фары у самолета? Ну да, если уж так банально говорить, то здесь очень много, скажем так, систем жизнеобеспечения. Если вот щелкать, вот это все. В частности, вот то, что мы сейчас летели, вот температура в салоне плюс 4. Ну, вот плюс 25 выдает пар плюс 4. Вот, просто есть свои особенности. Это гидравлическая жидкость, отвечает за тормоза, за управление воздушным судном в воздухе. Это электрическая система, генераторы, как на машине, в принципе, только 3 здесь, даже 4, если быть точнее. Это преобразованное электричество, постоянный ток, который, ну, в принципе, те же самые фары и освещение, там, туалет, всякие такие вещи. Это топливная система, вот она разнообразная. Мы заливаем топливо в крылья, вот, а потом оно, ну и в центральный бак, то есть под фюзеляжем там есть. Потом идет выработка, вот так вот поступает двигатель, ну тут такая сложная схема. Ну, как бы в целом, да, это, скажем так, система управления, ну, самолетом в воздухе, да, влево-вправо поворачивает. Это система противовредительная, то есть мы летаем в атмосфере, у нас включаются облака, у нас включаются, не знаю, какие-то воздушные массы, вот, и чтобы самолет не обледеневал, в частности, там очень важно крыло, ну и двигатели, поэтому вот мы включаем систему обогрева, которая все это сбрасывает. Ну, это двери, вот, в частности, дверь открыта пассажирская, вот она светится, если где-то что-то еще откроется, бывает другая дверь на свете, ну и, в принципе, вот все основное. Это двигатели вот мои, обороты, режимы, температура,
давление масла, точнее, ну, давление масла, вот, температуру масла, то есть вот такие вещи жизненно важные агрегаты. То есть каждый агрегат, если он начнет сейчас сигнализировать, говорит о том, что ну, что-то не то. И поскольку самолет это очень повышенный риск пассажиров, поэтому здесь каждый элемент имеет свое значение. У меня практически, конечно, была пятерка, но такое ощущение, что двойку мне должны были поставить. Я ничего не понимаю даже в этом виде. Есть те, которых по физике двойка приходят пилоты. Главное разбираться. А как вы рулите? По очереди? Ну, вы управляете? Что вы имеете в виду? В воздухе, да, по очереди. По очереди. Ну, мы как бы заключается это не в том, что там усталость, не усталость, есть понятие роста каждого персонала. И у меня второй пилот это завтрашний командир. Если он не сможет пилотировать воздушным судном, какой из него будет командир? Поэтому мы это чередуем. А за кнопки кто отвечает, что куда нажимать? И также совместно, то есть у нас есть понятие пилот пилотирующий и пилот, который наблюдающий. Вот, пилотирующий, он в принципе управляет воздушным судном, а наблюдающий смотрит то, что все, чтобы было на своих местах и в случае чего подсказывать. Вот, а я как командир воздушного судна, находясь здесь слева, как любой, отвечаю, то есть, скажу так, мое слово здесь крайнее. То есть, если что-то я чувствую, что начинает угрожать системе для полету, то, в принципе, могу взять полностью управление на себя и сделать те или иные принятия решения. Ну, все равно тяжело, конечно. Вот здесь кажется так легко, то, что управляется, самолетом просто вправо-влево поворачивают, и все, вот так смотришь. Да. Ну, да, здесь своя работа. А как дали, правда, газ, тормоз? Газ, тормоз, вот, это управление двигателем. Мы, скажем так, движемся только за счет работы двигателей. Вот. А у нас шасси, колеса наши, да, они имеют только тормоз, на земле. У нас есть воздушный тормоз, это вот двигатель мы тормозим, и, в принципе, две педальки мы отжимаем с двух сторон, колеса отжимаются. А вы не встаете, да? Они двигаются, все двигается. У нас даже есть, скажем так, невысокого роста пилотесса, то ей хватает, метр 60, 65, роста. Почему у вас в машине нет этого ароматизатора? Вам не хватает? Должна быть строгая дисциплина всего происходящего. Поэтому, собственно и говоря, по поводу съемок и всего остального, это, мне кажется, на мой взгляд, это чуть развращает. Вот. Если тут сидеть как-то на пафосе, условно сидеть, музыку слушать, там можно что-то не сделать. Ну, конечно. Главное не расслабляться и ни о чем Какие-то другом не иконки думать. висят, так это вообще, мне кажется, это религиозный какой-то подход. Во-первых, люди, разные религии бывают, и что-то сразу заведомо показывать какое-то направление одно, но это неправильно. Здесь запрещенная тема общения. Это религия, это политика, это спорт. Прикольные пилоты умные. И в литературе. Помогают словами безопасности. Такая чисто физическая работа, на самом деле, в плане подхода к физическим элементам. Спасибо, что рассказали, спасибо за экскурсию. Вот осталось вопрос. Так, все то же самое. Ксения, да? Да. Рука сюда, одна нога сюда. Значит, надо так же поднимать. Чуть-чуть опускать. Спасибо. Знаете, я уже на растяжку на танку решила разбираться сложно. Вам, наверное, еще сложнее. Все, спасибо. Друзья, летим на рейсе Ханты-Мансийск-Сухум. Сейчас мы сделаем техническую посадку в Саратове. Вот я нахожусь в кабине пилота. Вы видите, вот все по-настоящему. Рядом со мной пилот. Да, всем привет. Да, всем привет. Он сейчас расскажет об особенностях этого рейса. Это, напомню, первый рейс авиакомпании «Руслан» по этому направлению. Хочу маленькую особенность. Во-первых, мы находимся сейчас на земле, да, в ожидании документов, и нам позволяет производить видеосъемку сейчас в кабине с учетом того, что находятся люди, скажем так, не допущены к этому. Сейчас под присмотром все это делается, поэтому в целях, скажем так, небольшой рекламной акции или видеоблога, который вы сейчас снимаете, это допустимо. Ваш вопрос по поводу перелета из Ханты-Мансийска в Сухум и вопрос, почему техническая посадка именно в Саратове, сейчас объясню. Дело в том, что каждый производитель заявляет свою дальность полета на самолете. В частности, это был Canadian Regional Jet. И если взять
и посмотреть ту цифру, которая была заявлена у этого самолета, она позволяет, в принципе, долететь от Ханты-Мансийска до Сухума. В принципе, беспосадочный полет по прямой, по ортодроме это называется, но каждый полет должен происходить безопасно. И эта безопасность должна обеспечиваться тем, что по прибытию на аэродром в случае непогоды воздушное судно должно уйти на запасной аэродром. И это добавляет ему тот дополнительный расстояние, которое это воздушное судно должно преодолеть. Поэтому все подсчеты назначения до аэропорта, и поэтому такая техническая посадка, она была запланирована именно в Саратове посредине всего маршрута, что должно обеспечивать безопасность этого полета при неблагоприятных условиях. Какая погода нас ожидает в Сухуме? В Сухуме сейчас нас ожидает достаточно благоприятная погода. Мы, наверное, прилетим, будет достаточно солнечно. Вот. Но дело в том, что там у нас горный хребет Кавказский, который в любую минуту может принять погоду. То есть скапливается атмосферный фронт, надувает ветер. Тем более Сочи тоже там сейчас нестабильная погода. И это все может меняться в любую минуту. Ну, мы этого не ожидаем. Вот, мы посмотрели прогноз погоды, который нам тоже говорит о том, что в принципе к нашему прилету все должно быть хорошо. В аэропорту Сухуми, в отличие от аэропорта Сочи, можно заходить на посадку с двух сторон, да, я правильно понимаю? Да, абсолютно. Сухум, аэродром Сухум этим, кстати, приятен и уникален. Дело в том, что его расположение, оно именно позволяет произвести посадку с двух стартов. Вот. Два старта, каждый старт, если так посмотреть, полоса прямая, она, если 360 градусов взять, то каждый старт ровным счетом отличается на 180 градусов. Такая вот особенность. В отличие от Сочи, который находится тоже среди гор, дело в том, что в случае взлета на горы есть очень большая вероятность того, что воздушное судно не наберет необходимую высоту для безопасного выполнения полета. Сухум это позволяет сделать со всех сторон. Замечательно, спасибо за интересное интервью. Пожалуйста. Свою вторую рабочую смену, и она у нас состоит из полета из Саратова до Сухума. Между годами уже составляет сейчас 1900 километров, и этот путь мы также пройдем на высоте 9000 метров, и время пути составит также 2 часа и 30 минут. По-прежнему с вами Алена, наш экипаж, двери у нас закрыты, мы приступаем к запуску, располагайтесь, хорошего полета.
ожидать пассажиров, которые сидят в работе, на навигацию. Буквально дальше минуты через 4 мы будем пересекать границу Каспийского моря, и полет, который будет проходить на порядке 5 минут. Далее после Каспия, также пассажиры, сидящие в трехповоротах, наблюдать Кавказский хребет. Сегодня нам погода обладает как раз высоту российской природы. И ожидаем прибытия в аэропорт Сухум через час 40. Друзья, прохладительные напитки на втором сегменте. Продолжаем наш полет из Ханты-Мансийска в Сухум. Сейчас у нас второй сегмент полета из Саратова в Сухум. Там ожидается хорошая погода, как и в Саратове. Вы увидели очень интересное интервью с пилотом и также дополнительное его видео обучающие. Я уверен, что они вам очень понравились, и, наверное, я их вынесу в отдельный спецвыпуск.
9 часов 26 минут, температура плюс 25 градусов. Послушаем. Желаю вам приятного времяпрепровождения с теми, кто полетит с нами еще в понедельник. До новых встреч. Остальным желаю всего самого наилучшего. Хорошего отдыха. Не забывайте в салоне самолета личные вещи, документы и электронные устройства. Проверьте карман впереди стоящего кресла. Будьте осторожны и внимательны при выходе из самолета. На том желаю вам прекрасного дня и отдыха. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Аэропорт Абхазии состоит из буквально, наверное, двух терминалов. Я не знаю, они постоянные или временные здания. Встретили нас с песнями, тут какие-то угощения есть. Вот официальные лица сейчас будут что-то рассказывать хорошее, позитивное. Давайте послушаем немного. Всегда были достигнуты договоренности между Югрой и Абхазией о том, чтобы наладить туристический маршрут, что этому поспособствовало, да, и несколько слов об аэропорте. Мы так понимаем, что он недавно открылся, да, это завершенный вид или это еще будет продолжение, там, конструкция, да, как будет в дальнейшем встречать туристов? Сейчас это промежуточный этап реализации первого этапа конструкции аэропорта Сухум. Завершение первого этапа планируется 1 сентября текущего года. Аэропорт Сухум очень активно работает над расширением маршрутной сети, увеличением пассажиропотока. Буквально на прошлой неделе было дано разрешение на использование воздушного пространства для осуществления этого рейса. Рейс, насколько мне известно, прошел в штатном режиме, пассажиры, насколько мне известно, довольны. В общем, все прошло хорошо. Ну, пассажиры мы довольны. А по взаимоотношениям, по сотрудничеству, да, по развитию туризма между как раз таки нашим регионом и вашей республикой? Сможете ответить? Ну, тут больше, наверное, Министерство туризма. Ну, да. Комментарий. Ну, в целом для Республики Абхазия это хорошая возможность для туристического обмена. И мы рады приветствовать всех гостей Республики Абхазия в любое удобное для них время. Рейс будет осуществляться 2 раза в неделю, что дает определенные возможности для устраивания более гибкого графика. Но взаимоотношения будут, то есть поедут ли туристы к нам на север, например, да? Вот, разумеется, я считаю это возможным. Я, допустим, вот с Давидом Витальевичем недавно обсуждал, что, в принципе, ближайший отпуск, возможно, посетим Ханты-Мансийск. Будем рады. Я первый раз. Я не знала, что существует роуминг там. Наверное, это старое историческое здание аэровокзала. Ну, в нем идет ремонт, насколько я вижу. Наверное, оно тоже будет введено в строй и будет в составе единого аэропортового комплекса. Друзья, прибыли в Сухум, Абхазия. Полет прошел отлично. Были замечательные виды, замечательное интервью, замечательный пилот. Авиакомпании «Руслан» я ставлю 5 вот с таким вот огромным плюсом.
Полет прошел великолепно. Сейчас в Абхазии плюс 25 градусов, но очень жарко. Вы видите, за моей спиной продолжается пресс-конференция, там еще небольшой фуршет. Сейчас он закончится, и мы поедем в Сухум. Здесь стоит маршрутка, и, наверное, на ней уедем. Спасибо, что посмотрели, это эксклюзивный обзор. По мере возможности постараюсь его сделать максимально быстро, пока приеду, но это будет не завтра, конечно. Всем огромное спасибо, что посмотрели. Новое направление, новый аэропорт в моих обзорах. Всем очень хорошей погоды и до новых встреч в новых обзорах. Всем пока. Вот маршрутка в Сухум. Но я надеюсь, что она ходит регулярно. Постараюсь узнать у водителя, так ли это, чтобы вы тоже были в курсе. Итак, уважаемые гости, наша с вами локация – это столица Республики Абхазия, город Сухум. Городу Сухуму более 2500 лет. Ежегодно в первую субботу июля отмечается День города Сухум. В этом году Сухуму исполняется 5 июля 2509 лет. Город Сухум был основан в VI веке до нашей эры выходцами из греческого города Милета, которые назвали его в честь двух братьев-близнецов, братьев Диаскуров, назвав его древней Диаскури или древние Диаскуриады, поскольку тогда Древняя Греция считалась переносимой. Сырочки все сулугуни делаются у нас из 3 видов разного молока. Из овечьего, козьего и буйволиного. Куски, которые потемнее вы видите, они у нас не сгоревшие. Готовятся они по семейному рецепту. Сыры такие 2 недели у нас сушатся, целый месяц коптятся гости. Начнем, гости, мы с вами с белого природного полусладкого вина. Рислинг ледяной обработки оно называется. Рислинг это у нас сорт винограда, а ледяная обработка это немецкая технология по сбору самого урожая. Виноград, гости, у нас собирается для этого вина только после удара мороза. В этот период сахароза в самой ягоде повышается. Вино это делается без добавления сахара, но получается полусладким. Это самая большая пасека в Республике Абхазия, также единственная государственная пасека, которой именно бортничеством занимается. Знаешь, что бортничество?
Это добыча дикого меда. Наша пасека, конечно, не здесь находится. Она расположена высоко в горах над уровнем моря 1200 метров. Друзья, всем привет! Вы смотрите второй день пребывания в Абхазии, который стал возможен благодаря первому рейсу авиакомпании «Руслайн» из Ханты-Мансийска через Саратов в Абхазию, город Сухум. Новый аэропорт в моих обзорах. Сейчас я нахожусь на озере Рица. Эта поездка стала возможной благодаря поддержке Министерства туризма Республики Абхазия. Вот как важно выбирать авиакомпанию «Руслайн» и летать на первых рейсах. По пути вы видели разные достопримечательности, очень интересные, поэтому, прилетая в Абхазию, нужно, конечно, выбираться сюда, на природу.